Друзья, я снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Значит, смотрите, вон сидит в углу товарищ Анциструс, и у него икра. И вот смотрите, здесь у нас находится где-то около 150-200 тернеций. И это не помешало самым анциструсам отнереститься, даже в том случае, что нету у них даже трубки. Так, тернеции не дают снимать. Вон, видите, там целое такое гнездо у него в углу. Да что ж такое, в углу сформировано. Всех попробую отвлекти. Вот в самом углу. Батя там сидит на стреме. Ну, тернеции, видите, их тут немерено. Но все же он справляется, охраняет. Мы, конечно, эту икру там оставлять не будем. Мы ее, конечно, заберем. И вы посмотрите, как она будет развиваться. Будем ее содержать в сачке, в сампе, на течении. Неудобно было, конечно, снимать, как я икру забирал. Но обычным сачком вот сюда ее, в этот сачок переместил. И сейчас мы ее опустим вот сюда в самп. Здесь у меня течение постоянное. И она здесь будет развиваться. Ну вот, пожалуйста, ловкость рук. И икра наших сомиков анциструсов находится уже в сачке, в сампе. Здесь у меня через перелив проходит вода, постоянное течение. И здесь без проблем, уже не первый раз, икринка хорошо созревает, превращается в малька. И потом мы ее, эту личинку, ну вернее уже сформировавшегося малька, высаживаем в больший объем, и он там себе успешно развивается и растет. Я думаю, мы за развитием этой икры понаблюдаем. Будет достаточно интересно, как она будет постепенно превращаться в малька. Вот сейчас этой икре получается 1 сутки. 24 часа прошло с момента нереста. Итак, прошла секунда. И сегодня уже прошло 72 часа, то есть 3 суток с момента того, как был нерест. Но мы можем видеть, что основная масса икры нормальная, желтенькая. Ну, есть, думаю, 1,5 такой побелевшей. То есть, либо она не оплодотворенная, либо она просто пропала. Но личиночка еще находится в икре, то есть еще не выходит она. Наблюдаем за ней дальше. Посмотрим, что будет с этой пропавшей. Пойдет по ней грибок или нет. Я думаю, что не пойдет. Ну вот, друзья, 6 суток уже прошло с момента нереста. Вчера с утра начала выклевываться личинка. Вот она в таком состоянии. Желточный мешок у нее еще большой. Но уже у некоторых личинок видны даже глаза. Ну, я, конечно, прямо так сказал уже, глаза. Ну, такие черные точечки. Если присмотреться, то видно. И с каждым днем они будут становиться более похожими на уже взрослую рыбку, только маленькую. И в 11-12-дневном возрасте мы их уже выпустим в больший объем, и они начнут самостоятельно питаться. Ну и соответственно это будет для них корм Артемия. Не будем их тревожить. Вот какие красавчики. Желтенькие бочонки. Один под одного прячется, как цыплята под квочкой. Здравствуйте, еще незаметно прошло 3 суток. Вот, то есть 9 дней, как прошел нерест. Смотрите, как у нас довольно значительно изменились наши мальки. Они уже стали похожи реально на своих сородичей, сомиков. Похожи на своих родителей. У них уже практически рассосался желточный мешок, но у некоторых еще большой. Видите, то ли
задержка в развитии получается. Ну, почему-то у некоторых маленький совсем, а у некоторых еще довольно большой. И прямо его видно, что он желтый. Вот они немножко успокоились. И прямо можно рассмотреть, какой у них окрас. Практически полностью сформированная рыбка, за исключением того, что животик еще большой, с питательными веществами. А вот так наши малыши выглядят не в сачке, а в пластиковый кувшин я их пересадил. Вот смотрите, сверху они вообще просто красавчики. И уже через 2-3 дня мы их высадим в аквариум, и они будут сами питаться живой артемией. Итак, друзья, 12 дней, как у нас прошел нерест. Малечки все еще находятся здесь, но у них уже желточного мешка нет. И сегодня мы их отсюда, из сачка, прямо вот сейчас пересадим. Не в аквариум пересадим, потому что лучше их будет кормить, когда объемчик будет поменьше, в такую небольшую желтую миску. Сейчас вы ее увидите. Так, сейчас секундочку. Берем мы наших друзей. Опа, забираем отсюда. Так, бардак, извините. И вот я им подготовил такую... Извините, сачок что-то как-то у нас непонятно залип, скажем так, да? О. Значит, сюда я их высадил. Так, чтобы все, сейчас посмотрим. О, все попали сюда. Сейчас я присвечу. Уже просто вечер, снимаю вечером. Сейчас, секундочку, фонарик возьму. Ой-ой-ой, опа. Так. Вот они у нас такие малыши. Здесь вот сидят. Я думаю, их там штук 30, наверное. Ну, первый нерест был у тех сомиков, поэтому малечков не особо много. Вот они такие красавчики. Значит, сейчас мы их покормим артемией. И они начнут самостоятельно питаться. А тем временем Батяня. Вон он спрятался за тернецию с маманей. Вон она там возле коряшки. Нагуливают икру, чтобы вскоре опять отнереститься. Батяня такой грозный. С усами. Ну вот, свет я выключил. Распылитель вытащил. Ну, в смысле подсветку. И вот на кончике пинцета ложу им первый корм, первую артемию. Она сейчас там расползется по дну, и маленькие сомики начнут ее кушать. Ну, понятно, что они должны привыкнуть к этому, конечно. Но вскоре они привыкнут, и на первые 2-3 недели это будет их основной корм. Вот такие малыши у нас получились.